Жутковатое местечко. Эй, хозяева! Еле в дом зашел. Двери застыли, не открываются. Задвижечка модная. Штука самодельная, интересная. Ого! Ничего себе! О! Полы еле живые. Эй! Есть кто? Печка развалилась. Куча бутылок. Тут как будто жил кто-то. Одежда висит. Иконы стоят. Хозяев. Ого. Светильничек, керосиночка красивая. Полог сделан от комаров. Такое ощущение, что правда кто-то здесь живет. Может быть, охотники приезжают. Нету ничего уже в самом доме. Нету ничего. Потолок над клетью провалился. Рубанки. Это даже не рубанок. Не помню, как он называется. Кто помнит, пишите, как такие вот рубаночки назывались. Шкаф. Сундук старый. Коробка из-под шахмат. Да, вятская роспись. Солнышки нарисованы. Старый советский стол. Почти еще даже в хорошем состоянии. Ларь стоит. Старые фотографии. По всей видимости, с похорон. Лампочка для обогрева.
ультрафиолетовая, что ли, как-то так она называется. Может, ошибся, конечно. Пишите в комментариях. Катафотик. Ого! Куча советских пластинок. О, вот это раритеты. Блин. Сколько же их тут. Прямо целая гора. Алла Пугачева. Миллион, миллион, миллион алых роз. Тут их очень прямо много пластинок, ребята. Михаил Боярский. Ленинград. Любимые русские народные песни. Валерий Ободзинский, да. Рапсодия. Ну, очень-очень, ребята, много пластинок. Прямо тут мне, наверное, с ними не разобраться. Но они все исключительно советские, мелодии. Я в них ничего абсолютно не понимаю. Пишите, если есть какие-то раритетные наши пластинки. С днем рождения. Да, шикарно. Так. Фотографии жалко. Кто-то оставил. Уберу куда-нибудь на стол, он положить. А вдруг кто-нибудь вернется за ними. Сейчас, наверное, пойдем в следующий дом. Посмотрим, что там интересного есть. Думал, дома будут чем-нибудь отличаться. Нет, самые типичные дома Кировской области. Такие вот. Думал, закрыт дом. Ой. Издалека смотрю, замок висит. По факту оказалось, что замок висит, а душка спилена. Видимо, мародеры залезли, душку спилили и все ценное вынесли. О, я уже тут вижу много находок. Много интересных находок. Ой, сейчас сниму лыжи. Самое первое. Прямо тут уже попалась рыбацкая находочка. Сак. Такой вот. Не знаю, видно? Не видно будет. Такой вот сак. Им что, мелочь ловили? Или из озер, из прудов вычерпывали рыбу. Удочка стоит. Кусок удочки бамбуковой. Тут был хлев небольшой. Видно, что вот колесо. Точнее, камера от трактора валяется. Дрова еще лежат. Там вот на этих, на сеновале. О, да тут удочек-то много. На сеновале вилы стоят, стогометы. Они часто, кстати, попадаются. Такие вот вилы.
Аж целых 2 штуки. Виллы большие. Их такие виллы специально использовали, чтобы до верха стога можно было докинуть сено. Захватывало они очень много, сена захватывали. И поэтому вот так их и прозвали виллы, стогометы. Тут еще одни. Но эти вот ломаные уже. Один зубец отломан. Сейчас спустимся вниз, сходим в дом. О, так, включусь попозднее, надо слезть. Итак, движемся дальше. Видно, что дом здесь такой ухоженный. Удочек много. Бамбуковые, советские. Веретена. Ну, пряжу делали почти во всех домах. Кастрюли, чугунки интересные. Такие вот. Так, а тут у нас что? Склад какой-то. Непонятные упряжи. Чугуночки. Тара всякая. Бутыль. Под брагу, наверное. Там что-то еще есть. Такая вот корзинка под нее плетеная. Очень красивая, аккуратненькая. Лари. Катки. Это туесок. Так, пойдемте дальше. Видно, что дрова вот заготовленные, доски лежат. Косы, горбуши. Старая, правда, ручка. Это вот обломанная. Такая вот. Она длинная должна быть, загнутая. Такое обычно траву у дома подкашивали. Тут все раскрыто. Трость. Тут что? О, сечка висит. В такой капусту долбили. Графин красивый, советский. Это у нас что? Приемничек. Какой-то интересный. Икона, по всей видимости, была. Такая вот. Фотография. Какой-то молодой человек на ней. В таких интересных штанах.
Советские игрушки. Много советских игрушек елочных. Это все ценится. Такой вот коверчик небольшой. Арты игральные. Тут всякие саквояжи с вещами. Да, тут, видимо, вещи хранили. Много всего. Всякое интересное. О! Это что такое? Это из-под бритвы, наверное, такой. Интересный. О, правила для бритвы. Или как оно правильно называется, не знаю. Какая-то статуэточка интересная. Киска. Сундук тут вот стоит. Тоже, наверное, с вещами. Да, тоже с вещами. Видно, что его пытались расписывать самостоятельно. Так, неаккуратненько красочкой потыкали. Так, на чердак залезем чуть попозднее. Так, а это что? А это, наверное, фотоальбом. Так, аккуратненько. Да, фотоальбом. Да. Или нет? Что-то навязано. Какие-то штучки интересные навязаны. И приклеены. А, образцы для вязки. Для вязания, не для вязки. Тут какие-то вырезки из газет. Книжка телефонная. Советская настольная лампа. Пойдемте зайдем в дом. Да. Русская печка стоит. О. Советский утюг. Подстаканничек красивый. Тоже советский. Алюминиевый. Пепельница. Видимо, курил хозяин. Еще один коверчик. Красивый какой. Девочка вместе с собакой идет в дом. Фотографии Аллы Пугачевой и каких-то еще звезд российской эстрады. Красный угол. Иконы стоят. Какие-то ключики. Брелочек сделан. По всей видимости. Да, из эбоксидки. Из эбоксидной смолы влита фотография. Сделан такой брелочек. Интересный. Союз Советских Социалистических Республик.
удостоверение к медали. По всей видимости, это хозяина. Советские часы, будильник. Что-то тут на столе разбросано. Много всего. Фотографии порванные какие-то. Печально. Море пуговиц. Еще одна коробочка. О, Владимир Высоцкий и Мария Влади. Тут у нас что такое? Какие-то фотографии хозяина, скорее всего. С женой. Без подписи. Детские советские фотографии. По всей видимости. Ребенок, 89-й год. Не так стар. Не так стара, точнее. Девочка. Так. О, еще одна фотография. 3 года 6 месяцев. 86-й год. А это получается с 82-го года она, или с 83-го, примерно со мной ровесница. Маша. На память дедушке и бабушке. Какие-то документы. Мышки уже погрызли много. Журналы. О. Красивые советские прически молодых мужчин. Ладно. Зеркальце красивое. Такое вот для бритья. Старый телевизор. Рекорд. Не разобранный? Нет, даже еще не разобрали. Кровати. А печку вот уже разломали. Но печь довольно большая. Но ни задвижки, ничего не забрали. Ого! Класс! Керосиночка какая. Со шляпкой даже. Стаканчики. Расписной подносик. Правда, на нем мышки уже погуляли. Красивый. Посуда, но вся советская. Совок для муки. Рюмочки. О. Да. Много тут всего интересного.
Словно к бабушке приехал в деревню. Так, сейчас залезу на чердак, посмотрим, что есть там интересного. Да тут лом всего. Все самое ненужное бросали сюда. Так. Чемоданы, вещи различные. Платки. Какая хорошая ткань. Сундуки с тетрадками, вещи, шишки, много шишек. О, упряжи конские. Мотовила для перемотки нитей. Ага. Еще одно. Ишь ты, какое интересное. Много различной литературы, макулатуры. Как это сейчас правильно назвать? Да, тут много всего. Сейчас все посмотрим. Колодки обувные. Газеты, аргументы и факты. Какая-то штучка интересная. А это брошечка. С этой стороны вот защелочка. Ну, тоже походу из эбоксидки сделанная. Пустой. О, изделие из древесины. Да, для вязания. Такая штучка интересная. Тут пряжа. Муж, наверное, для своей жены вот такую вот штучечку специально сделал. Детская колясочка. До сих пор еще не сломалась. Дочке своей покупал. Через неделю она ее сломала. А это вот уже сколько лет советская, все еще жива. Еще одна плетеная корзина под бутыль. Сундуки. Кованый. С окантовками. Видно, что он старинный. Еще одно изделие. Не знаю, вот для чего они такие были, для чего они использовались. Фонарики советские.
Много всякой проволоки. Машинка для бритья. Серп для уборки урожая. Какие-то приспособления. Заготовка, видимо, под нож была. Много тут всего набросано, накидано. Книги, история. Этот пустой. Там вот чесалка лежит. Наверное, ее не видно. Тюрик для перемотки нитей. А вот еще одна чесалочка. Чесало, по-моему, так называлось. В него лен чесали. И лыка тоже из него же делали. С помощью такого. Советские игрушки. Разные фотографии с Новым годом. Много всего интересного. Вот это уже что-то более редкое. Видно, что оно с тиснением. Дорогой бабушке. Ого, ничего себе. Тригонометрия. 9-10 класс. Слоник советский. Дед Мороз. Да, много тут всего. Посуда. Ну, вся, наверное, тоже советская. Да. Блюдца, различные чашки. О, как это? Опять забыл, как называется. Чесало. Или как-то так. Для обчесывания коры с дерева. Плетка, чтобы коров гонять. Сделана самодельная. Детская обувь, горшочки. И еще один. Бутыль. Тоже, наверное, под самогон или под брагу. Да, на чердаке, говорят, вся жизнь. Ух ты, вот это да, вот это сундучок. О, сколько же ему, я бы, наверное, сказал, 1000 лет. Какой же он древний. Какой красивый. Под замочек. Шикарно. Маленький такой.
Хорош. Хорош. Много тут всего. Еще посуда. Тоже советская. Рыбница. Такая вот тарелочка. Пластинки. В очередной раз. Да, тоже мелодия. Много всего интересного. Много прямо. Там вот еще горшочки. Прялочка. И рубель тут же. Для глажки белья такой вот использовали. Советские самодельные терки. И, конечно же, всеми любимая игра, наверное, в детстве. Гусь. Хорош. Даже как новый. Подкрасить немножко. Много всего интересного очень. До всего, конечно же, не добраться, все не посмотреть. Что-нибудь все равно пропущу, но на видео все это запечатлено. Такая вот штучка. Это для велосипеда. Ключница. О. Да, вот у нас у бабушки был такой же дом. Много всего интересного. Ладно, буду спускаться. Пока, домик. Живи долго, стой крепко. Я, ребята, наверное, на этом видео на сегодня окончу. Потому что и так оно, наверное, очень длинным получится. А следующие дома вы увидите уже в следующей серии. До встречи!